Молодому человеку в стесненных обстоятельствах, если он приехал в Нью-Йорк, чтобы стать писателем, и притом заранее тщательно изучил поле боя, требуется сделать только одно. Надо прямиком отправиться на Мэдисон-сквер, написать очерк о здешних воробьях и за $15 продать его редакции «Сан». Я не могу припомнить ни одного романа или рассказа на ходкую тему о молодом литераторе из провинции, приехавшем в великий город завоевать пером богатство и славу, в которых герой не начинал бы именно с этого. Даже странно, почему какой-нибудь автор в поисках сверхоригинального сюжета не додумался заставить героя описать синиц на Юнион-сквере и продать свое произведение Геральду. Но комплекты нью-йоркских журналов неоспоримо свидетельствуют в пользу воробьев и зеленого островка на Старой площади, и чек всегда выписывает «Сан». Разумеется, нетрудно понять, почему первая дерзкая попытка начинающего автора всегда увенчивается успехом. Его подстегивает необходимость сделать сверхчеловеческое усилие. В огромном, грохочущем городе среди железа, камня и мрамора он отыскал уголок, где зеленеют трава и деревья и щебечут птицы. Все чувствительные струны его души трепещут в сладостной тоске по родным местам. Быть может, никогда больше в нем не пробудится с такой силой творческий гений. Птички поют, колышутся ветви деревьев, забыт грохот колес. Он пишет, вкладывая в строчки всю душу, и продает свое творение в «Сан» за $15. Многие годы читал я про этот обычай, прежде чем приехал в Нью-Йорк. Когда друзья, пуская в ход самые убедительные доводы, пытались отговорить меня от поездки, я лишь безмятежно улыбался. Они не знали, что в запасе у меня фокус с воробьями. Когда я приехал в Нью-Йорк, и трамвай повез меня от парома по 23-й улице прямиком к Мэдисон-скверу, я уже слышал, как этот чек на $15 шуршит у меня в кармане. Я остановился в каком-то скромном пансиончике, и на другое утро, в час, когда едва просыпаются воробьи, уже сидел на скамье в Мэдисон-сквере. Мелодичное воробьиное чириканье, приветливая весенняя листва величавых деревьев и свежая, душистая трава с такой силой напомнили мне старую ферму, которую я покинул, что на глаза мои чуть не навернулись слезы. И тотчас меня посетило вдохновение. Смелые звонкие голоса этих веселых печужек словно задавали тон чудесной, светлой, причудливой песни надежды, радости и любви к ближнему. Сердца этих крохотных созданий, как и мое сердце, звучали в лад лесам и полям. Как и я, они по воле случая оказались пленниками сумрачного, шумного города. Но как же весело, с каким изяществом они переносят неволю. А потом появились люди, те, кто с позаранку идет на работу. Хмурые, угрюмые парни проходили мимо, бросая на меня косые взгляды, и все торопились. И я отчетливо уловил в птичьей песенке свою тему и преобразил ее в притчу и в стихи, в праздничную пляску и в колыбельную песню, а потом перевел все это в прозу и принялся писать. 2 часа кряду карандаш мой без роздыха бегал по листкам блокнота. Потом я пошел в комнатку, которую снял на 2 дня, сократил написанное вдвое и свеженькое, с пылу, с жару, отослал почтой в «Сан». На завтра я поднялся чуть свет и потратил 2 цента из своих капиталов на газету. Если и было в ней слово «воробей», мне не удалось его отыскать. Я вернулся с газетой в номер, разослал ее на кровати и просмотрел всю, столбец за столбцом. Где-то произошла осечка. 3 часа спустя почтальон принес мне большой конверт, в котором находились моя рукопись и листок дешевой бумаги размером примерно 3 дюйма на 4.
Наверное, кое-кому из вас случалось видеть такие листки, на которых лиловыми чернилами было написано: «Редакция Сан возвращает с благодарностью». Я пошел все в тот же сквер и сел на скамью. Нет, в это утро я не счел нужным позавтракать. Несносные воробьи своим дурацким чириканьем совсем испакостили сквер. В жизни не видал таких неумолимо крикливых, нахальных и противных птиц. Согласно всем традициям, сейчас я должен был стоять в кабинете редактора Сан. Сей почтенный деятель, высокий, серьезный, седовласый, должен бы стиснуть мою руку, протереть стекла подозрительно увлажнившихся очков и тряхнуть серебряным колокольчиком. «Мистер МакЧесни», должен бы он сказать появившемуся в дверях подчиненному: «Познакомьтесь, этот молодой человек, мистер Генри, тот самый, что прислал нам такую прелестную жемчужину о воробьях на Мэдисон-сквере. Сейчас же зачислите его в штат. Для начала, сэр, вы будете получать $80 в неделю». Вот чего я ждал, доверяясь всем авторам, которые воспевали литературный Нью-Йорк. Да, традиция почему-то дала осечку. За собою я никакой вины не знал. Стало быть, во всем виноваты воробьи. Я уже начал страстно, неукротимо их ненавидеть. В эту минуту рядом со мной осторожно уселся некто, давным-давно не бритый и не стриженный, в какой-то жеваной шляпе и с примерской физиономией. «Послушай, Вилли», — вкрадчиво забормотал он, — «ты не выдашь мне гривенник из своих сундуков? Я бы выпил чашку кофе». «Я и сам оскудел, приятель», — отвечал я. «От силы могу дать 3 цента». «А поглядеть, джентльмен», — сказал он, — «что же это тебя разорило? Выпивка?» «Птички», — свирепо ответил я. «Пивуны с коричневым горлышком, которые среди городской пыли и шума распевают над ухом усталого труженика про бодрость и надежду. Маленькие, пернатые посланцы полей и лесов, нежно чирикающие нам про голубые небеса и цветущие луга. Несносные хитрые надоеды, которые верещат точно целая стая физгармоний и наедаются до отвала букашками и семенами, когда человек сидит тут без завтрака. Да, сэр, птички, полюбуйтесь-ка на них». С этими словами я подобрал валявшийся подле скамейки сук и изо всей силы швырнул его в сборище воробьев на лужайке. С пронзительным писком стая взлетела на дерево, но 2 остались лежать в траве. Мой малопривлекательный сосед мигом перепрыгнул через скамьи, подхватил трепыхающиеся жертвы, поспешно засунул в карман, потом поманил меня грязным пальцем. «Пошли, друг», — прохрипел он, — «будет тебе кормежка». Я покорно последовал за моим сомнительным знакомцем. Он вывел меня из садика на какую-то боковую улочку, потом через щель в заборе на пустырь, где когда-то были какие-то ямы. За грудой камней и строительного хлама он остановился и вытащил воробьев из кармана. «Спички у меня есть», — сказал он. «Найдется у тебя бумажка разжечь огонь». Я достал рукопись моего рассказа о воробьях и предложил ее для жертвенного костра. Под ногами у нас валялись обломки досок, щепки. Откуда-то из недр своего потрепанного одеяния мой замызганный приятель извлек полбулки, перец и соль. Через 10 минут мы держали над пляшущим огнем по насаженному на палочку воробью. «А что?» — сказал мой сотрапезник. «Не так уж и плохо на голодный-то желудок. Вот помню, когда я только попал в Нью-Йорк, тому уж лет 15. Приехал я с запада, думал подыскать себе работу в газете. Пошел я в первое утро в садик на Мэдисон-сквере и уселся на скамейку. Гляжу, воробьи чирикают, трава зеленая и деревья. И так это славно, будто я опять дома, в наших краях.
вытащил из кармана бумагу и... «Знаю», — перебил я. Отослал в сан и получил за это дело $15. «Слушай», — подозрительно сказал мой приятель, — «ты что-то больно много знаешь. Где ты был? Я там заснул на скамейке на солнышке, и кто-то вытащил у меня деньги. Все $15 до последнего цента».